Слушай, ну... С ноги. Слушай, а мне кажется... Слушай, как ты... Слушай, да у тебя было... Слушай, ну 2? Слушай, ну мне кажется... Слушай, ну вот... Слушай, то есть... Слушай, мне кажется... Слушай, ну это уже наш... Слушай, это Дайтона. Слушай, какая вообще вот... Да, слушай. Слушай, ну... Слушай, да, это... Ну, слушай, ну это типа... Слушай, да, конечно. Мы находимся, короче, походу в Купчино. Это легендарный район. Ну ты, наверное, спросишь меня, кто я такой? Я тип предприниматель, а еще я препод. Когда-то занимался пирсингом, играл в рок-группе, был диджеем, ездил 50 стран, написал 2 книги. А сейчас мне интересно все, что связано с будущим, с искусственным интеллектом, генной инженерией и так далее. А я хочу брать интервью у малоизвестных людей, но спрашивать у них очень интересные вопросы про наше будущее. И второе, у меня очень плохо, как ты заметил, мысли складываются в слова, и, собственно, это я тоже хочу сделать, прокачать. Ну, ты понял, я опять посечнул. А зачем это нужно тебе? Ну, во-первых, мне кажется, это будет интересно, а во-вторых, в будущем очень много людей лишатся работы, и, возможно, на этом канале ты узнаешь, ну, хотя бы что-то прикольное, что можно делать, или, наоборот, чего нельзя делать. Вот там, как мне говорят, самая первая высотка в городе, 16 этажей, там творилось разное вакханалия. Это Леня. Леня Драйв. И сегодня мы будем разговаривать с ним о всякой ерунде. Леня Драйв, кастомайзер из Санкт-Петербурга, основатель студии кастомайзинга Drive in Workshop, занял множество призовых мест на российских и международных конкурсах кастома, опубликован во множестве топовых тематических журналах. В общем, пацан, что надо. Так что там делали-то в этом здании? В здании, помимо того, что там жили, это легендарное здание. В нем торчали, умирали, рождались. И это все было в 2000-х. Вот так вот, чуваки. Расскажи, чем занимаешься-то по жизни? Слушай, мне кажется, по жизни я неудачник. Но я выберусь из этой ямы. Окей. Так, мы идем к тебе на работу. Ну да, это моя мастерская на отшибе города Санкт-Петербург. Мне кажется, здесь происходит самое интересное. В моей жизни, по крайней мере. Расскажи, короче, что это за история? Слушай, ну это вот тот самый пресловутый стиль Orange Country Choppers. И, собственно, нам его привезли на переделку, чтобы сделать из него нормальный мотик, а не уебище. Окей. А это что за два олдскульных непонятных? Слушай, ну это уже наша работа, которая в скором времени представится миру. Это CBR 900 96 года и Honda CB 750 91 года. Это будет классическая кафешка и такой нео-кафе из CBR. Нормас. В следующем году, я думаю, эти два проекта заберут свои места на Имисе, может быть, даже в Москве. Дайтона от одной мастерской питерской тоже приехала на переделку. Миллиард косяков, миллиард недоделок. И даже мы в своих спартанских условиях можем сделать гораздо лучше, интересней. Ну и, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Да, слушай, это типа все твои награды? Да, это сертификат участия в AMD, чемпионат мира по кастомайзингу. Мы ездили в прошлом году. Это этапы российского AMD кастом тюнинг шоу в Москве. И это наша питерская выставка Имис. Ну, где мы находимся-то? Это Октябрьская железная дорога.
Она как раз проходит через Злоебучее Купчино. Вот. Ну и, соответственно, это арт-галерея. Мое детство прошло здесь с баллончиками. И это было весело достаточно. Прикинь, ну там тема, да, что когда мы были молодыми, 2000-е годы, там, 9 класс, ну, типа, вторая волна, то есть первая волна, как бы, молодежи, когда, блять, все узнали, что есть граффити, там, есть BMX, ролики, скейт и так далее, но этого ни хера не было на рынке. И тут, как бы, ну, вторая волна, наша молодежь, и у нас это есть. Ну, мало-мальски это начинает появляться, и, соответственно, краска в баллончиках, абро, ёпте. Ну, вот так вот это все начиналось. Теперь, ну, и если там были Дайм или Лумит в топе, те, кто рисовали, ну, настоящие там шедевры, и это было очень круто, то мне кажется, что сейчас бомбинг немножечко деградирует. Ну, типа, рынок перенасытился, и это нахер никому не надо делать что-то мощное. Понятно. Короче, будущее бомбинга не очень, да? Ладно, ну, про будущее. Потому что все испортил Бэнкси со своими, блядь, хуевыми картинками через трафарет, блядь. Вернемся в прошлое. Собственно, Купчино, и всех, наверное, интересует вопрос, как легко было получить по голове с ноги. Слушай, да, и сейчас очень легко. Вообще меняется, ну, как-нибудь, ну, хотя бы вот то, что было в детстве, насколько жестко было и как сейчас? Слушай, а мне кажется, не меняется нифига, потому что раньше, ну, ты мог получить пиздюлей здесь на железке, да, от чуваков соседнего района, ну, и походишь с фингалом. А сейчас ты можешь прийти в местный, там, типа, шавуху или шашлычку и получить пиздюлей, а потом жестко похудеть, потому что у тебя будет сломанная челюсть в 3 местах. Вообще, как одноклассники сейчас поживают? У меня-то класс был нормальный. Я, наверное, единственный там такой долбоеб. А вот из моей параллели дохера кто кончился. И в тюрьмах дохли, короче, от туберкулеза, и на зоник, и с ума сходили, и телок пытались из окон выкидывать. Ну, типа, весь набор. И это, блядь, делает с тобой то же самое, если ты будешь клей нюхать с, там, 12 лет. Мозги атрофируются нормально. Слушай, как ты первый бабос заработал? Ну, там. Машину мыл возле СКК. Нормально. Да, нам было лет, наверное, по 12. Берешь ведерко, у тебя каникулы, лето, пиздуешь мыть машины. Какое будущее-то в индустрии кастомайзинга, чувак? Будущее есть, потому что это все-таки как-никак промышленный дизайн. Развитие, оно идет, да, потому что есть новые технологии и упрощается труд. Человеческий труд вымещается, хотя это не очень хорошо. Ну, поподробнее по технологии. Но, опять же, тот же самый ЧПУ, станки, 3D-печать и всевозможные материалы, которые упрощают реально жизнь. То есть, ну, тот же самый карбон. Раньше это была какая-то недосягаемая история, а теперь, вон он, пошел, купил, слепил, и вот тебе суперлегкая прочная деталь. Понятно. А как компьютеры и IT вообще помогают? Ну, все, вот, опять же, то же самое, да, ЧПУ, 3D-печать, да, для того, чтобы воспользоваться этой историей, тебе надо всего лишь нарисовать детальку в SolidWorks, потратить 2-3 часа, нажать 3 кнопки, и вот пошел процесс изготовления детали. То есть, по сути, тема в том, чтобы нарисовать все детали, которые тебе нужны, их тебе сгенерят там где-нибудь в Китае, и ты просто их потом ручками собираешь. Да, хорошая идея, ну, типа не идея, а хорошая история у меня есть на эту тему. Наш друг Ветель Баламути просто 3 года назад нарисовал детальки, подножки для дукасов, которые подходят практически на все модели, и все это дело начали штамповать китайцы. Потому что в Китае это стоило $100, ну, условно, да. У нас это стоило $350. Представься, и чем ты занимаешься по жизни? Хуйней. Это понятно. Меня зовут Виталий, я владелец, основатель и единственный сотрудник мастерской Баламути. Значит, занимаюсь я мотоциклами, занимаюсь всю свою, наверное, сознательную жизнь. Какие достижения есть? Да, я еще жив, мне 43 года. А по карьерной лестнице? У меня сейчас несколько десятков уже известных международных изданий, несколько статей в Пайберне, несколько первых мест за мои проекты там, в российских чемпионатах. Ну и
Ну, очень интересных мотоциклов для их клиентов, для их владельцев. На твой взгляд, самый продуктивный технологический прорыв в сфере кастомайзинга там, последних лет, ну, допустим, 5? Что-то запомнилось по подвескам, неподвескам, технологиям, может быть? Но только технологии. То, что вот все-таки ребята, ну как знакомые ребята, освоили 3D-печать в очень больших объемах. Поле рабочее у парней, там, больше метра получилось. А это, ну, как серьезное достижение вообще в принципе технологическим. А так, к сожалению, по технологиям, используемым вообще в автостроении, в автомобилестроении, в мотоциклетном строении, все это придумано было 1,5 века назад. Мы просто улучшили материалы. Смотри, ну сейчас в данный момент развиваются всевозможные технологии, в том числе искусственный интеллект и бла-бла-бла. Так вот, не боишься ли ты, что в скором времени искусственный интеллект отберет у тебя работу? Нет, абсолютно нет. Я учился в нормальном государстве, образование мне давали нормальные преподаватели, и в искусственный интеллект, про который все так кричат, включая этого преснопамятного Илона Маска, я банально не верю. Не будет он, никогда не сможет он заменить человека. Достаточно почитать просто произведения братьев Стругацких, и все станет на свои места. В последнее время генная инженерия достаточно серьезно развивается, и как бы, ну, к сожалению, на человеке пока нельзя ставить опыты, но можно на бактериях. Вот. Поэтому вопрос такой. Допустим, лет через 20 что-нибудь изменится, и, допустим, гипотетически ты бы хотел что-нибудь себе генно-модифицировать, изменить, может быть, добавить? Пару рук. Пару рук? Пару рук. Чтобы был Человек-паук. Ну, и иногда третьей руки кардинально не хватает. К сожалению, так все устроено в нашем мире, что третьей руки не хватает периодически. Согласен. Я не знаю, я не помню ничего из того, что мне преподавали в школе там, или в Путяге, или в универе. А путя какая? Автослесарный лицей 110. Ну так это же прям по твоей текущей специальности. Ну, как бы да, но нет. Потому что теория — это теория, а познается все в практике. И знаешь, когда тебе там 16-18 лет, у тебя бушуют гормоны, тебе нахер не надо учиться, тебе надо пить, блять, ебаться и курить траву. Все. Что, у тебя было какое-то следующее образование, богословная академия или как-то вообще? Русско-христианская гуманитарная академия. Блин, сколько ты лет продержался? Слушай, 2. Но я учился на искусствоведа, и это нормально. Дало что-нибудь? Да, я понял, что, блять, разбираться в искусстве — это полное говно. Слушай, ну мне кажется, смотри, вот у тебя автослесарь и искусствовед, и ты это все соединяешь, такой кастомайзинг. Да нет, скорее то, что я рисовал, с самого детства занимался граффити до упора, и вообще, развивал свой зрительный нерв, да, и воспринимание линий и так далее, wild style, 3D и вообще, то есть то, что я сейчас делаю, мне помогает не образование, а, ебаное хобби, понимаешь, то есть именно хобби, да, и я стараюсь, то есть я свое хобби трансформировал в свое увлечение, свою работу и так далее. Чем ты по итогу гордишься сейчас? Слушай, вот этими успехами, которые пришли с 30 до 33 лет, эти мотики, которые занимают места, и то, что нас печатают журналы маломальские, не знаю, мне кажется, это. Мне кажется, глупо гордиться детьми, которых, ты просто сунул письку и высунул. Или глупо гордиться тем, что сделали твои родители, да, или дали тебе бабки. Без денег, попробуй без денег развить мастерскую или, построить дом или получить образование. Посмотри, у нас, пол района ходят нищие, без образования, и, в принципе, даже нету попыток получить образование, даже в свои 30 лет, имея уже деньги, имея, какие-то жизненные перспективы, взгляды, не получать образование. А сколько тебе нужно по минималке бабосов в месяц, чтобы просто существовать на 10. стендбай? Врубаешься, на самом деле, И это не $1000, чуваки. 10 тысяч рублей. Но просто все великие художники
там, я не знаю, операторы, режиссеры, они все вели аскетичный образ жизни, ну, потому что тебе нихуя не надо, кроме того, чтобы создавать. Как искусственный интеллект, по твоему мнению, может помочь еще дальше продвинуть все? Слушай, ну если в данный момент там Solid умеет просчитывать нагрузки на выхлопные системы, на, там, не знаю, на разрыв материалов, их сопряженность и так далее, то я думаю, что в дальнейшем тебе просто интеллект искусственный будет говорить: эй, ты борщишь, парень, ты борщишь. Окей. Просто я видел какое-то исследование, там чуваки типа делали ну, там, условно, какую-нибудь раму или прочее, и, соответственно, вместо того, чтобы ее с цельного куска сделать, там искусственный интеллект просчитывал, как ее сделать с минимальным количеством материала, и при том, чтобы она была еще и прочнее, чем, типа, с большим количеством. То есть это реальность, это тема, это нужно, это... Слушай, да, это интересно. Это вот как раз история про сопромат, да, и какие нагрузки, и как их просчитать. Но есть нюанс. Это сырая технология на данный момент, и вся технология базируется на том, что это сварные детали. То есть это много тысяч сварных швов, да, которые превращаются в деталь. Но мы же знаем, что самое слабое звено — это то, которое было сварено. Оно просто должно упасть и разбиться на 1000 кусочков. А за что реально респектуют чуваки в индустрии вот сейчас? То есть что нужно круто сделать? Реально ценится стиль и работа руками. Так же, как и в Москве. То есть судьи оценивают работу именно руками. Плюс технические решения некоторые, да, там какие-нибудь подвески замороченные, ну, типа больше там, допустим, подвески и тюнинг моторов. Ты боишься, что роботы захватят отнимут твою работу когда-нибудь? Нет, потому что я работаю руками, а роботы работают хуйками. Да, это тема. Блин, это реально пиздатая индустрия, которую не захватит роботы, чуваки, знаете. Нет, почему? Все возможно, но я думаю, что больше роботы будут помогать, нежели отнимать работу. Ну, потому что ценится же, ну, помимо технической задачи, да, ценится же еще эстетика. И это самая, ну, скажем так, сложная история в кастомайзинге. Ну, представь себе, CB, там, Honda CB 750 выпускалась там с 68 года, да, ну, допустим. И ее уже там 40 лет кастомизируют. Представь себе, ну, вот сколько этих мотоциклов. И прорвать дизайн этого мотоцикла и показать что-то новое, ну, исключая технологии, там, типа, максимально сложно. Как ты думаешь, мысль материальна? Слушай, да, конечно. Вообще максимально материально, и я это называю наныл. Просто когда, ну, да, как бы, надо нанывать, то есть надо делать, как бы, и ныть. Не о том, что у тебя не получается, да, а о том, что тебе надо, сука, дойти. Вот тогда будет все четко. Тогда материально. Тогда Понятно. материально. Ты как бы не просто сидишь и просишь, да, а ты что-то для этого делаешь. Вселенной нравится, когда ты делаешь. Ты слышал про то, что можно, типа, геномодификация уже вот близко-близко к тому, чтобы как-то нам помогать? Ты бы что-нибудь себе геномодифицировал? Да, я бы хотел, чтобы у меня были стальные зубы. Ну, типа, крепкие. Прикинь, ты просто с рождения не мучаешься с этой херней и как бы живешь себе спокойно. Ну, типа... Блин, ну это нормальная тема, я про это даже не подумал сходу. Ну, кстати, в тему здоровья, как ты относишься к биохакингу и, типа, там, к полезному питанию, там, БАДы, все, там, короче, жрать, типа... Мне кажется, что это бред. Ну, типа, омега-3, там, я не знаю, жиры тоже бред. Ну, окей, будешь ты в 60 себя чувствовать на 50. Ну, допустим. Я бы хотел плюс 10, типа, как нормально. Ну, окей, я не очень. Когда ты знаешь, что у тебя лимит 60, то ты больше ебашишь, чем ты знаешь, что у тебя лимит 80, и ты такой, ну, хуйня, еще время есть. Ну, да. Лучше как бы вот себя исчерпать там до 60, сделать максимум, и вот оставшиеся там 20 сидеть и типа, ну, и похер, как ты жил. Посмотри, там, нормально Оззи Осборн как бы живет в свои 70 там, и... Мне кажется, он нормально сидит на чем-нибудь точно. Ну, наверняка. Ну, наверняка он просто ебашил, заработал денег и... Кровь младенцев переливается. Ну, плаценту кушает, наверняка.
Я владею стопудовой инфой. Здоровье человеческого, здоровье компьютерное. Как ты думаешь, ты пользуешься каким-то антивирусом? Ты вообще паришься про вирусы? Это вообще типа, или ты думаешь, что их написали антивирусные компании, и это все просто херня полная? Слушай, ну, у меня есть ноутбук, и сколько стоило трудов скачать сломанный Solid, чтобы просто чертить программу в программке картиночки и там типа детальки. Конечно, у меня их много. У меня несколько антивирусов, и просто, ну, это же долбоебизм. Я не понимаю, зачем люди это делают. Ну, типа, зачем нужен вирус, если, ну, фак, как бы, типа, зачем? Смысл? Смысл срать другому в тарелку. Ну, типа, денег заработать. Но если ты спиздишь информацию... Ну, ты можешь... кошельки, там, вот, например, биткоин, блокчейн, ты вообще как относишься к биткоину? Намайнил, хотел. Да, была интересная тема, когда это все начиналось, и был некий интерес. Что бы ты хотел от искусственного интеллекта, в конце концов? Вот его сделают, вот, что бы он лучше мог сделать вообще в твоей жизни, в жизни там твоих друзей? Ну, типа, самоуправляемые тачки, это там вершина того, к чему мы стремимся, или лучше бы что-нибудь вообще прикольнее сделать? Слушай, да, наверное, ну, как бы я заморачиваюсь не больше по там, искусственному интеллекту, потому что мне кажется, что это будет еще сырая технология лет 20, да. Ну, просто пока он только появился, и 20 лет его надо будет настраивать и что-то с ним делать, потому что вот эти все приложухи с Алисой или там Google помощником, ну, ты же сам видишь, насколько это сыро, и как, ну, типа, как не очень умных людей заставляют помогать обучать всю эту историю, да, эти все челленджи с возрастом в Инстаграме или же, ну, любой бред, который сейчас происходит в социальных сетях, он весь связан с обучением. Ну да, типа просто, чуваки, типа, делайте наши тупые челленджи, мы соберем кучу данных, короче, и потом на этих же данных вас будем трахать задницей. Ну да, ну как бы, не, прикольно, да, конечно, технологии должны развиваться, чтобы там... Возможно, мы свалим на Марс или куда-нибудь на Венеру в дальнейшем, да, и без, ну, какого-то искусственного интеллекта и помощи сверху, скажем так, ну, мы так и будем сидеть вот где-то в такой вот истории. Вот, но пока это все сыро. Давай подождем лет 20 и лет через 20 на эту тему попиздим. Я думаю, что будет максимально интересно. Да. Что тебя бесит сейчас в этих технологиях, как бы, какая-нибудь просто типа из серии: чуваки, вот вы там Google настолько умные, ну какого хрена? Элементарно, брат. Ты заказал такси, тебя такси привезло по точному адресу на другую сторону этой территории. Твою мать. Ну потому что это территория, типа, дом 29-31, типа, что? Понимаешь, но есть П, и суть, ну, нет, суть в том, что недавно карты обновились, и они начали видеть здесь забор. Но вот эти тупники, да, как бы, о которых я говорил, и они пока неизбежны. Какие, по мнению, 3 самых крутых технологии вообще за всю историю? Рентген. Ну, потому что это X-ray лучи, и там сдохло просто миллиард человек, да, пока они научились пользоваться и этой технологией, ну, как бы дали правильное русло там. Очень круто сотовая связь. Ну, еще там 20 лет назад мы не могли так коннектиться и передавать информацию, как сейчас. Изобретение компьютера, интернета и, соответственно, как в данный момент это сотовая связь и передача информации. Ну и напоследок, что бы ты спросил у Илона Маска? Когда мотоциклы начнут летать. Путь длиною в миллион шагов, не начнешь, не сделав первый шаг. Так из века в век